последнее время в свете происходящих в мире событий многие слышали или испытывали на себе такой метод лучевой диагностики, как КТ. Что же стоит за этими двумя таинственными буквами КТ? И насколько вредно данное исследование для здоровья человека? Здравствуйте, мои хорошие! Слово «томография» состоит из двух древнегреческих слов «томос» — «слой» и «графо» — «писать». Таким образом, томография — это не что иное, как послойное изучение тканей человека, а слово «компьютерное» означает, что обработка результатов осуществляется компьютером. Свою историю данный метод диагностики начинает с середины прошлого века, когда для исследования внутренней структуры тела начали применяться специальные сканеры — компьютерные томографы, которые управлялись ламповыми ЭВМ. Современная компьютерная томография позволяет обследовать все части нашего организма – грудь, живот, малый таз, позвоночник, руку или ногу. Можно сделать снимки внутренних органов – печени, поджелудочной железы, кишечника, почек, мочевого пузыря, надпочечников, легких и сердца. Можно также обследовать кровеносные сосуды, кости и спинной мозг. Основной инструмент для проведения КТ – томограф. Он состоит из кольца, в которое вмонтирована рентгеновская трубка или несколько трубок, движущиеся по кругу вокруг стола и пациента, стол, который может перемещаться вместе с пациентом внутри кольца, и компьютера, преобразующего полученные данные в вид, удобный для анализа человеком. В основе работы томографа лежит возможность человеческих тканей воспринимать рентгеновские лучи. Каждая ткань поглощает их с разной интенсивностью и разной скоростью. По данным затухания или ослабления пучков рентгеновского излучения, компьютер способен строить изображения исследуемой области. Далее из них программа создает трехмерные реконструкции органов и тканей. В последующем анализ этих изображений осуществляется врачом-рентгенологом. Компьютерная томография применяется как для первичной диагностики большого количества заболеваний – травмы головы, позвоночника, судороги и обморочные состояния, эхинококковые кисты, нарушение работы сердца, костные деструкции, переломы и вывихи, заболевания органов дыхания, заболевания органов брюшной полости, заболевания органов малого таза, подозрение на опухоль и онкопоиск и так далее, так и для подтверждения диагноза, установленного при использовании других методов. В целом, все исследования, проводимые с помощью компьютерного томографа, можно разделить на несколько групп, в зависимости от экстренности и тяжести случая. К первой группе можно отнести исследования, выполняемые по экстренным показаниям больным с травмой различной локализации – черепно-мозговой, травмой живота, грудной клетки, конечностей, больным с нарушением кровообращения в мозге. Ко второй группе можно отнести исследования пациентов с уже выявленной посредством других методов УЗИ, МРТ, рентгенография, патологий. Так, это может быть, например, уточнение диагноза «новая коронавирусная инфекция», поставленного после проведенной рентгенографии. К третьей группе относятся исследования, выполняемые с целью исключить либо подтвердить патологию, обнаруженную классическими методами диагностики. И, наконец, к четвертой группе относятся профилактические исследования. Компьютерную томографию назначает врач при выявлении у пациента характерных жалоб, как было сказано выше, для исключения или подтверждения заболевания. Однако сейчас можно пройти КТ и без врачебного направления, по собственному желанию в частных клиниках. В данном случае следует учитывать, что без консультации врача не всегда можно адекватно оценить степень необходимости данного исследования. Поэтому, чтобы не тратить впустую деньги и не получать лишнюю дозу облучения перед посещением диагностического кабинета, постарайтесь заглянуть к своему лечащему доктору. А насколько вредно делать КТ? Компьютерная томография – это рентгеновский метод исследования, связанный с облучением тела человека, поэтому он не может считаться совершенно безопасным. В зависимости от области сканирования, от массы и объема облученных тканей, полученная доза может варьироваться в значительной степени от 0,1 до 50 миллизиверт. Уровень облучения зависит от модели томографа, зоны обследования, срезовости установки. К примеру, доза облучения при КТ головы, одного сустава или кости от 0,9 до 2 миллизиверт, что приравнивается к полугодовому воздействию природного фона.
То есть за полгода без всяких процедур вы получаете точно такую же дозу облучения. Доза облучения при КТ одного отдела позвоночника от 1,5 до 4 миллизиверт равно воздействию природного фона в течение года. Доза облучения при КТ органов грудной клетки от 2,9 до 9 миллизиверт. КТ органов брюшной полости от 3,1 до 9,7 миллизиверт. Данные величины облучения сопоставимы с природным фоном за 1,5-2 года. Доза облучения при КТ органов малого таза от 4,3 до 15 миллизиверт идентична природному фону за 2-3 года. Какие ощущения бывают при КТ? Само по себе воздействие рентгеновских лучей на организм человека не вызывает совершенно никаких ощущений. Однако при проведении КТ с введением контрастного вещества может появиться ощущение тепла, распространяющегося по телу, учащение дыхания, сердцебиения. Это нормальные явления, они обычно проходят после окончания процедуры. Нужна ли специальная подготовка перед проведением КТ? К исследованиям головы, легких и конечностей готовиться не надо. При исследовании органов брюшной полости необходимо за сутки ограничить прием трудной для усвоения пищи, на исследование прийти голодным, с пустым желудком. Если показано внутривенное контрастирование, подготовка более тщательная. Она включает в себя биохимический анализ крови с целью определения показателей выделительной функции почек, а также сахара. Обязательно выясняется переносимость йода. Какой из современных методов диагностики более предпочтителен при подозрении на новую коронавирусную инфекцию? Рентгенография, МРТ или КТ? Прототипом компьютерной томографии является рентген. В том и другом виде диагностики принцип получения изображения основывается на особенностях прохождения лучей сквозь различные ткани тела. А разница между этими видами обследования заключается в том, что благодаря компьютерным технологиям стало возможным создать 3D-изображение. КТ представляет собой послойное рентгеновское изучение человеческих тканей не с одной точки, как при рентгене, а с различных ракурсов. Что касается МРТ, то принцип работы магнитно-резонансного томографа основывается на явлении ядерного магнитного резонанса, когда под воздействием электромагнитного поля атомы водорода в клетках начинают совершать колебательные движения. Другими словами, при работе такого томографа не возникает ионизирующее излучение. Значит, МРТ более предпочтителен при проведении диагностики на наличие поражений легочной ткани, свойственных новой коронавирусной инфекции. И да, и нет. С одной стороны, МРТ также выявляет симптом матового стекла, характерный для коронавирусной пневмонии, консолидации, обратная гала, жидкость в плевральных полостях, и делает это с не меньшей точностью, чем компьютерная томография, особенно при размерах изменений более 1 см. Так что при недоступности КТ или нежелательности облучения можно и нужно прибегать к магнитно-резонансной томографии. С другой стороны, обнаружение мелких матовых стекол, тумана в легких, также характерных для данной инфекции, при МРТ-диагностике невозможно. В случае, если необходимы частые исследования и есть выбор, то лучше проводить МРТ. Это помогает избегать ионизирующего излучения, применяемого при КТ и любом другом рентгеновском исследовании. Особенно это важно при диагностике состояния репродуктивных органов в женской половой сфере и урологии. Однако при постановке диагноза новой коронавирусной инфекции и изучении состояния легких компьютерная томография является незаменимым методом. Кому нельзя делать компьютерную томографию? Исследование при помощи компьютерного томографа категорически противопоказано беременным на любом сроке и детям младше возраста 7 лет. Избыточная масса тела более 120 кг пациента может стать ограничением к исследованию. Если вес пациента или его габариты превышают допуски по максимальной нагрузке на аппарат, в обследовании будет отказано. Большинство столов-томографов могут справиться с весом до 120 кг, а через кольцо установки может пройти тело с максимальным обхватом 150 см.
А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких. Подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где ежедневно выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!